Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу супер трендовую сумку, пляжный или городской вариант на ваше усмотрение. Здесь можно вшить подкладку, очень вместительная и невесомая. Сумка вяжется из рафии, из стопроцентной целлюлозы, но вы можете использовать нить и стопроцентную вискозу, натуральную рафию. Она сильно подороже, это бюджетный вариант, уходит почти 2 мотка такой рафии. Если сделаете бахрому скромнее, соответственно потратите меньше. Если добавите бахромы от души, можно уложиться в 2 мотка легко. Здесь в мотке 240 метров, то есть до 500 метров прекрасно можно связать очень вместительную сумку. 45 сантиметров ширина визуальное изделие и 30 сантиметров глубина эффективная. В этом видео я вяжу прямоугольное донышко поворотными рядами. На каждом этапе сумочку хорошенько отпариваю, чтобы рафия заняла свое место, смотрелась аккуратно. Далее вяжем чашу сумки достаточно воздушным легким узором, столбиками с одним накидом. Я также по ходу вязания закладываю ряды, куда будет одеваться бахрома. Показываю, как их заложить, как провязать эти ряды, в каких точках. Далее вывязываю ручку, то есть максимально бюджетный вариант, без дополнительной фурнитуры. Ручка связана с той же самой рафией, очень крепкая, эффектная и практичная. Далее нанизываю бахрому. Тут на ваше усмотрение, можно больше, можно меньше. Очень стильная, эффектная сумочка, прекрасный выбор цвета у этой пряжи. Можете сделать ярче, более минималистичную, на ваше усмотрение. Все очень подробно показываю, рассказываю. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Нить для начала вязания беру из центра намотки, так как внешняя нить мне потребуется для бахромы. Она имеет красивый изгиб, как локоны. Мне нужно создать петлю, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить, создаю первую петлю и набираю 14 воздушных петель. Достаточно свободно работаю крючком 5 миллиметров. Готово. Теперь в ряд у меня получится 13 столбиков, так как 14 пойдет на петлю подъема. Его пропускаю, вставляю крючок в заднюю перемычку. Звенья цепочки из воздушных остаются на лице. Провязываю столбик без накида. Также свободно, не затягиваю. Нить достаточно сухая и жесткая, вязать должно быть просто. Точка за точкой 13 столбиков в ряд. Готово. Теперь этот край следующим рядом ввязываю в полотно. В каждом ряду в конце ряда петля подъема. Переворачиваю вязание. Вязать буду, вставляя крючок за обе дужки кромочной косы. Петлю подъема пропускаю. Каждый раз количество петель таким образом меняться не будет. В ряду 13 столбиков без накида. Здесь точка за точкой провязываю поворотными рядами 13 столбиков в ряд. Не забываю в конце каждого ряда провязывать петлю подъема. Пересчитываю количество столбиков и навязываю необходимое количество рядов. У меня провязано 40 рядов, напоминаю, по 13 столбиков в ряд. Получается около 37 сантиметров длина прямоугольника и 10 сантиметров ширина. Перехожу к обвязке по кругу. Чтобы перейти на смежную сторону, провязываю в угловую точку сразу 3 столбика без накида. Это второй, первый провязан концом ряда и третий. Далее вставляю крючок напротив каждого ряда один раз и провязываю столбик без накида. Двигаюсь к следующему углу. В следующем углу точно так же. Для того, чтобы перейти на смежную сторону, 3 столбика в одну точку. Здесь, здесь, ряд заканчивается здесь. Обвязка завершается здесь.
Переходила к обвязке я в этой точке. Здесь у меня провязан столбик в угловую точку. Довязываю еще 2 столбика без накида в эту точку. Таким образом в угол получается также 3 столбика. Соединение из ряда в ряд будет одинаково. Вытягиваю петлю немножко больше обычного. Нахожу первую кромочную петлю этого ряда. За обе дужки вставляю крючок. И увожу петлю наизнанку. Далее я буду провязывать столбики с одним накидом, поэтому, не вынимая крючка, снова в эту же точку вытягиваю, провязываю столбик и воздушная. Это имитация столбика с одним накидом. Эту заготовку нужно хорошенько отпарить. Здесь у основания, мне кажется, немножко шире, чем кверху, поэтому хорошенько подтягиваю, равняю деталь, отпариваю и даю остыть. Деталь хорошенько пропарила, поравняла. Размеры донышка на этом этапе 38 сантиметров по длинному краю и 11,5 по короткому. Ваш размер может отличаться в зависимости от плотности вязания или от размера готового изделия. Далее я продолжаю вязать по кругу без добавлений и убавлений столбиками с одним накидом. Если хотите поплотнее, вяжите столбиками без накида по тому же принципу. Накид, следующая точка за обе дужки, провязываю 2 петли, 2 петли, накид, следующая точка, столбик с одним накидом. Вот так у меня получается. Далее будет сложновато дно отпарить, поэтому я сделала это на этом этапе. Стенки отпариваю по необходимости. Можно через каждый ряд, через 2, через 3. Можно связать общее полотно и отпарить все в конце. Продолжаю столбик за столбиком. Заканчивается первый ряд по кругу. Провязываю последние столбики. Не пропускаю столбик, который провязывается в соединение между рядами, иначе у меня будет уменьшение количества петель в ряду. Столбик с одним накидом. Точно так же вытягиваю немножко больше обычного. Нахожу первую кромочную точку. Не путаю с деталью столбика, вот она, увожу наизнанку петлю, достаточно свободно, не перетягиваю, потом в это же соединение мне снова провязывать столбик, крючком в ту же точку, основание столбика на следующий ряд воздушное. Продолжаю по аналогии, ряд за рядом, навязывая глубину. У меня провязано 5 рядов столбиками с одним накидом. Теперь следующим рядом мне нужно будет заложить точки, в которые будет вставляться бахрома. Соединяю ряд по аналогии, только вставляю не в полную петлю за обе кромки, а в полупетлю, для того чтобы полпетли осталось на лице. И точно так же в эту же точку вставляю крючок, формирую основание, воздушное, столбик с одним накидом. Далее накид снова не за обе дужки, а за полупетлю дальнюю и подхватываю заднюю перемычку, чтобы было покрепче. 2 нити подхватываю. Столбик с одним накидом. Накид еще раз. Полупетля и задняя перемычка. 2 нити, провязываю столбик с одним накидом. Так получается, на лице остается ближняя полупетля кромочной косы. Именно в эту полупетлю будет крепиться бахрома. Вот такой ряд у меня следующий. Далее перехожу к рядам как ранее. И вот сколько рядов бахромы, столько таких рядов. Они вяжутся немножко сложнее, прокол идет в другой позиции, в другую точку, но будет очень легко и красиво в нем смотреться бахрома.
Я провязала 14 рядов глубины. Общая глубина изделия 29 сантиметров. И напоминаю, вот они уже визуализируются, эти ряды под бахрому. Первый ряд я провязала через 5 рядов столбиками с одним накидом. Далее 3 ряда и навязано еще 3 ряда. Следующий будет такой же с выпущенной передней петлей. Но следующий ряд я уже буду вязать столбиками без накида. Здесь увожу на изнанку нить. Соединение, как и прежде, в кромочную косу. Подтягиваю до необходимого размера и вставляю крючок в соединение между столбиками, подхватывая уведенную петлю. Формирую столбик без накида на следующий ряд, вот так. И за обе дужки кромочной косы, оставляя переднюю полупетлю на лице. То есть этот ряд у меня тоже с выпущенной передней петлей. Как ранее, еще 3 ряда у меня провязаны. Полупетля, задняя перемычка, 2 нити, столбик без накида. Так вяжу по кругу. Завершается первый ряд столбиками без накида, и я наметила точки, они равно удалены с одной и с другой стороны. Между этими точками 17 кромочных петель. С одной и с другой стороны симметрично просчитала здесь и здесь. Можно ориентироваться на мерки сантиметра, но поточнее будет посчитать. Вот если 42 сантиметра у меня ширина, между этими точками около 14 сантиметров. Здесь я делаю соединение ряда. Выхожу на вязание также ряда столбиками без накида. И продолжаю до первой маркированной точки. По вашему желанию можно связать любые ручки, любым узором и способом. Можно вывязать отверстие и прикрепить или нашить ручки. Но я решила, так как все равно пряжа от второго мотка у меня остается, сэкономить в этой точке и сделать полностью вязаные ручки. Удаляю маркер. В эту маркированную точку провязываю столбик и вывожу необходимую длину цепочки, для того, чтобы сумка легко могла носиться на плече. У меня получилось 45 воздушных петель, в сантиметрах это 43 сантиметра. Здесь сейчас в эту маркированную точку закрепляюсь, удаляю маркер, вставляю сюда крючок, протягиваю соединительную и можно сразу воздушную. Здесь мне нужно пройтись укрепляющим рядом обратно. Переворачиваю вязание, как удобно, в какую удобно точку. Я буду вставлять в заднюю перемычку. Вот так вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Это все вязание в рамках ручки перекроется обвязкой, так что здесь куда удобно вставляйте. В заднюю перемычку мне удобно, так нет лишнего натяжения и растяжения. Иду столбиками в обратном направлении. Я спустилась к низу по этой стороне и закрепляюсь не в эту же точку, а в точку рядом. Вот здесь и прям протягиваю соединительную. Воздушная петля. Переворачиваю вязание. Вот так это выглядит. То есть в этой точке закрепилась, здесь рядом. Соответственно, здесь буду вот тут закрепляться для симметрии. Теперь мне нужно обвить мою ручку обвязкой уже на чистую. Подхватываю нить снизу и провязываю столбик без накида, постоянно подвигая вот эти вот стежки, чтобы было достаточно плотно. Снова вот так, прям столбиками вокруг ручки. Вот они такие достаточно редкие, я их подвигаю, чтобы было кучно, плотненько, полностью закрылась моя черновая ручка вот этой вот обвязкой.
Не имеет значения, сколько петель, количество петель не должно совпасть, просто обвязываю до этой точки. Вот подходит к концу уже обвязка. Здесь достаточно, кажется, пока небрежно, но после отпаривания поравняется все, петли станут на свои места, все хорошенько отгладится, будет ровно. И в этой точке я закрепляюсь сюда. Сначала соединительной, а потом провязываю воздушную. В каждую следующую точку, чтобы перейти к следующей ручке, я буду провязывать столбик без накида, как ряд начинался. Вот сейчас двигаюсь к столбику сюда, провязываю здесь точно такую же ручку. Такое же количество петель, напоминаю, у меня было 45, и их обвязываю обратным ходом. У меня провязан последний столбик, вытягиваю уже укороченную нить и делаю соединение ряда в завершении. Увожу нить наизнанку и возвращаю в исходную точку. Здесь также прячу, подклеиваю, создаю узелок. Можно крючком потоньше. На этом этапе изделие достаточно кривовато, немножко несуразно. Отпаривала я только дно, оно смотрится аккуратней. Теперь я сейчас прячу нить и хорошенько пропариваю на высокой температуре с большим количеством пара стенки, придаю форму и ручки. Потом буду переходить к бахроме. На этом этапе изделие уже отпарено, полотно стало ровнее, можно доводить до идеала, поправляя каждый столбик, но мне этого не нужно, так как все это закроется бахромой. Сумка прекрасно держит форму, очень податливая. Без укрепленного дна донышко прекрасно визуализируется, так что здесь уже на ваш выбор. Теперь я для себя определила длину бахромы. Этой канвы мне будет достаточно. Можно наматывать нить на любую основу. Вот у меня получается 14,5 сантиметров. Это основа. Наматываю нить в любом количестве с запасом на желаемый объем бахромы. Для начала достаточно. Я хорошо промяла верх и уже прорезала низ. Промяла вверх для того, чтобы зафиксировать изгиб. Отрезаю нить от начала мотка, буду подматывать бахрому по необходимости. С помощью крючка потоньше, я использую 3,5 мм, беру по одной бахроминки, начинаю с нижнего ряда. Напоминаю, ряды у меня эти обозначены немножко другой петлей, полупетля кромки наружу. Вставлять крючок нужно всегда одинаково. Я вставляю сверху вниз, протягиваю, и теперь в эту петлю мне нужно вернуть оба конца бахромы. Здесь фиксирую и подтягиваю, чтобы не растягивались петли в этой точке. Помогаю крючком. Вот так, очень аккуратно затягивается. Можно ввести иглу, будет удобнее. С помощью иглы она вынимается и узел затягивается плотнее. Вставляю в следующую полупетлю сверху вниз. Завожу. Увожу оба кончика в эту петлю. И здесь фиксирую, чтобы не вытягивать петли. Очень аккуратно вот такие узелки образуются. Начинаю одевать в каждую точку по бахроме. И так на каждом уровне яруса. Чем хотите пушистей сумку, тем больше бахромы нужно нанизать. Я подошла к верхнему ряду и вот смотрю по своим предыдущим рядам, здесь жидковато. Если я здесь вставлю как ранее, мне вот верх кажется жидковатым по бахроме, хотя в общем объеме набирается хороший вариант. Поэтому я здесь сейчас вставляю точно так же, только сразу по 2 отреза бахромы. Протягиваю, в это кольцо увожу и с помощью опоры также затягиваю, для того, чтобы не вытащить петли. Все, готово.
и так далее. То есть сразу по 2 ниточки беру. Сумка готова, пушистая и очень эффектная. Итоговые размеры: 42 сантиметра ширина, 31-32 сантиметра эффективная глубина. Можно вшить подкладку, можно пользоваться так, как пляжным вариантом. Очень стильная, яркая, есть большой выбор пряжи цвета рафии. У меня ушло почти 2 мотка, остался небольшой запас, можно сделать бахрому побогаче. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!